Привет, вы на канале Поворот не туда. В этом видео речь пойдет про заднее освещение для автомобиля Nissan Patrol. Тут и бегущие поворотники, и габариты, и стоп-сигналы, а также сигналы заднего хода. На выполнение этого заказа ушло больше 2 месяцев, но дело не в моих кривых руках, а в том, что если заказывать что-либо с Алиэкспресса в новогодние праздники, то посылка может вообще не прийти, или прийти с большой задержкой. Но не переживайте, вы всегда можете открыть спор и получить деньги обратно, или запросить повторную отправку товаров. Заказчик этого комплекта живет в другом городе. Он самостоятельно купил ленты и подготовил толстые алюминиевые пластины нужного размера. Мне же оставалось купить Arduino с преобразователями и собрать все это дело. По желанию клиента, ленты должны размещаться на пластинах таким образом. И естественно, я так и сделал. В общей сложности использовано 4 метра ленты, 4 преобразователя и 2 штуки Arduino Nano. Я использовал 4 преобразователя, так как здесь стоят ленты VS2813 и VS2812, поэтому на выходе преобразователя получается большой ток, доходящий до 5 ампер, а это значение является максимальным для одного такого преобразователя. Чтобы все эти ленты не имели каких-либо наращиваний, я сначала нарезал длинные отрезки, а потом короткие. Таким образом я уложился в 4 метра с таким остатком отрезанных пикселей. Если отрезать пиксели по указанной линии, то есть вероятность оторвать площадки во время монтажа проводов. Поэтому в некоторых местах приходилось отрезать пиксели так, чтобы у следующего совсем не оставалось площадок. Заводской край лент всегда имеет целую площадку, а не половину, которая остается в случае реза по указанной линии. Я использую провода МГТФ. В данном случае это МГТФ сечением 0,12 квадратов. Изоляция этого провода сделана из тефлона, что делает ее устойчивой как к низким, так и к высоким температурам. Под изоляцией много тонких проводков, что делает провод гибким и устойчивым к перегибам во время монтажа и эксплуатации. Зачищать короткие концы провода проще всего зажигалкой. Главное следить за тем, чтобы не допускать перегрева, который выражается в появлении следов побежалости на медном проводнике. Чем сильнее провод будет перегрет, тем сложнее его будет залудить. Лудить эти провода канифолью сложнее, чем дешевым припоем с неизвестным мне флюсом внутри. Ссылки на припои и другие комплектующие вы можете найти в описании ролика. Важно сказать, что во время пайки проводов к этим пикселям нельзя допускать перегрева лент, поэтому надо стараться припаивать провод одним касанием жала не более чем на 2 секунды. Конечно, если у вас паяльник с точной регулировкой температуры, то, думаю, в моих советах по пайке вы не нуждаетесь. У преобразователей зачастую снизу торчат достаточно длинные ножки. Мне такой вариант не подходит. Я сразу срезаю эти ножки кусачками, стараясь убрать острые края, после чего клею двусторонний скотч, к которому приклеится Arduino. Как правильно собирать и прошивать контроллер, я рассказывал в своих первых видео. Вот так выглядит схема одного такого поворотника. Наверное, вы уже думаете, да когда же он уже покажет, как они работают? А я вам отвечу, да вот прямо сейчас и покажу. Это все возможности этого комплекта. Не нужно мне писать, что можно было бы сделать так или иначе. Я сделал так, как этого хотел заказчик. Код от этого комплекта вы, как обычно, можете найти в комментариях. Фонари получились достаточно яркие. Все, кто видел их своими глазами, говорили, что смотреть на них очень тяжело.
А я же уже, наверное, привык к такой яркости. Снимаю я на телефон, поэтому передать яркость и контрастность цветов очень сложно. Если ролик оказался для вас полезен, то не забудьте поставить лайк. Ну и если это бред какой-то, дизлайки тоже принимаются. Вы смотрели «Поворот не туда». У меня на этом все. До встречи в следующих роликах.